надо разобраться, как здесь сбросить настройки, чтобы замерку. Reset values. Reset values. Все. О, кажись, я сбросил все values. Все, по нулям. 0 часов, все. 0000. Все, кажется, отлично. Включаем обратно навигацию. И поехали. Я тут отслеживаю расход топлива у ГГшика. Вот и помечаю 11,84 километра. Первая полоска. Там расход показывается делениями. 10 делений. Вот, я сейчас помечаю, сколько километров каждое деление занимает. Вот сейчас у меня первая полоска ушла. Я остановился, чтобы это записать. Будем совмещать. Будем изучать ГГшка. Какой у него расход, как он себя ведет. Ураза Байрам начинается с мусульманского месяца Шаваль, если я правильно помню. Но нюанс в том, что этот месяц определяют по положению Луны. То есть это не календарный, когда ты можешь предсказать. То есть он может быть или же сегодня уже начался Ураза Байрам, в смысле этот Идаль-Фитр. Или же он начнется завтра. Ураза Байрам — это главный праздник мусульман. И очень большая вероятность, что будет выходной. Если завтра начнется. То есть если сегодня, то уже выходной, но есть шанс, что сегодня он еще не начался. Тогда я сегодня успею купить симку. Я не знаю, как меня расположить. Здесь так задувает ветер, что-то. Мне кажется, будет очень шумно. Вот. Сейчас поэтому я скачу. Время уже час дня. Попытаюсь найти место, надеюсь, я недалеко, пересечь границу и мчу до точки, где у меня расположен оператор для покупки сим-карты. Визит хата. Домчал я до хаты. Продолжаю держать направление по стрелкам на Оман. Надеюсь, здесь меня пропустят. Вон, Оман. Стрелочка. Пожалуйста, Оман, 10 километров. Сейчас постараемся пересечь границу. И надеюсь, уже в Омане я выйду на связь. Вот, как раз у меня 3 палочки бензина.
ушло 12,93. Да, вон Мускат. Точно пересеку я здесь границу. Ну вот я в Оманчике. Заняло прохождение границы 35 минут и $10 арабам отдал за пошлину. То ли за себя, то ли за ГГшика. Так и не понял. 30 дирхам взяли. Сейчас посмотрю, работает ли у ГГшика навигация без интернета. И помчу, как и планировал, за Симочкой. Симку я заимел, все формальности завершил, и только 15:40. Сейчас мне нужно найти местечко, где бы я остановился. Я пока боюсь ехать глубоко на оффроад, пока я еще не, как сказать, непривычный к ГГшику. Он большой, и я его немножко боюсь, поэтому я хочу найти что-нибудь на сегодня. И можно... Я не хочу это дикарем, не в отеле. Нашел какую-то точку в горах вроде бы. Я уж не знаю, насколько туда будет тяжело заехать. Сейчас поеду, посмотрю, туда на месте сориентируюсь. 60 километров до точки. Домчу, а там посмотрю. Если тяжело, то, наверное, где-нибудь на побережье попробую найти сегодня точку. В откровенные козьи тропы пока суваться я не готов. Что-то я пока что очкую. Во. Затоплено. Не, я туда суваться не буду. Я не знаю, насколько там глубоко. Но я пока не готов брать брод. Вон тот красный столбик, если его на камеру видно. Если он не затоплен, вообще там был знак, что можно брать брод. Но я не уверен. Думаю, может быть, ну его нахер, а? Что-то я ссу. Проехал бы кто-нибудь, чтобы я посмотрел. Не, я, наверное, развернусь и попробую сейчас заехать вон на ту дорогу. Да. Развернусь и заеду на большую дорогу. Что-то я пока ссу. На пильке бы, конечно, сунулся, но
На четверых. Не, ну я даже на VPS, я думаю, не сунулся бы. Не, видишь, дорога мокрая, машины ездят. Ну, смотря какие машины. Во, видишь вот этот знак? Вот. То есть он говорит, что если до красных столбиков не залито, что-то здесь столбиков не видно, то можно ехать. А там вот, где мы были, там столбик он залит не был. То есть, по идее, мог бы я попробовать, если бы я не очковал. А я что-то пока что очкую. Началась грунтовочка. Буду ехать сидя. Пока что боюсь ехать стоя. Надо тренироваться. Кстати, хорошая дорога, чтобы тренироваться, ездить стоя. Так, руки расслабили. Он сам поедет, куда ему надо. Да, немножко страшновато. Дорога, конечно, так простейшая, если посмотреть, да. Но когда на гравель наезжает, начинает очко играть. Страшновато. Так, мне нужно найти, как с этой дороги съехать, чтобы туда куда-нибудь, в кусты. И буду ставить лагерь. Вот, но пока что-то съезда не вижу. На вот этот бугор я не заеду. Так, расслабься, расслабься, расслабься. Говорят, что тоже скорость должна быть. На маленькой скорости он ни хера не устойчивый. А мне те же самое, как бы страшновато, если скорость. Ну чё, наш первый гравейка. Оффродом это назвать нельзя. ГГшечка, конечно. Но страшно так, как будто бы это адский оффрод. О, какая горка. Какую нам нужно горку взять. Ёшкин дрын. На ту горку я боюсь ехать, честно говоря. Не, что-то я ссу. Пока что ссу. Пока что я ссу. Ехать на ту горку. Мне нужно потренироваться чуть-чуть. Вот сюда бы провод заехать, было бы очень отлично. Да, посмотришь, как с профессионалы тут делают, кажется, что там делов-то, да? Тяжело. Это, конечно, не BPS-ик. Так, давай-ка мы подвесочку.
тут мягенько прям, чуть не упал. О, а тут это тоже где его поставить сейчас? Сейчас пойду посмотрю, что тут есть. Ну, песочек, да, чё. Нет, ну, конечно, по уму-то легко должно быть заезжать. Но я такой специалист, что... Да, вот сюда бы мне сейчас как-нибудь заехать бы. Как было бы хорошо. Где-нибудь здесь сейчас ставлю палаточку. Это сегодня мой первый лагерь. В Омане. Первый лагерь в Омане. Не весь какой, но дикий. Облака, я вот думаю, будет дождь, не будет дождь. Что-то не подгружает пока у меня интернет. Прогноз погоды посмотреть не могу. Вроде так чуть-чуть на бугорочек пристал. Палаточку делаю. Откровенно на склон тоже не хочу. Поэтому сейчас тут попробую разместиться. О, первое падение. Так.
Сейчас попробуем поднять ГГшика. Это не самый легкий аппарат. Как кто-то учили нас. Что-то даже и близко нету. Что-то даже и близко нет. Чтобы ножку. Не знаю, как поднимать. Давай попробуем сумки снять. Хотя бы одну. Да, ты, конечно, не BPS-ик. Ноль. Еще наклон в эту сторону. Возюкать его, разворачивать по камням я не хочу. Поцарапается весь нафиг. Еще один вариант. Пауэрлифт. Не знаю, как его поднимать. Без понятия вообще, как его можно поднять. Разворачиваться, думал, что упаду. Часто падаю здесь, как под наклоном. Я вроде пытался держать его левее. И момент падения, я дрон запустил, он летает, и как всегда я забыл включить видео. Я всегда забываю, что нужно поднять его в воздух, да еще и видео нажать, а то он у меня часто летает, и ничего не снимает. Ну да ладно, это все лирика. Как бы нам его поднять, такую бандуру? Тяжелый ты. 300 килограмм, да? Весишь ты. У тебя полбака. Сейчас. Так люди поднимают на грудак. На грудак вот так. Нет, вообще не получается. 0. Просто 0. Полноценный 0. Не двигается ни копюшки. Как тебя поднять, а?
как скала. Без вариантов. Я не знаю, что делать. Вообще без вариантов, что делать. Ту сумку я не сниму. То да, сейчас просто спальник, он там ничего не весит. Поворачивать, блин, придется тебя, что ли, блин, на камнях как не хочется. Поцарапаешь, тут такие камни. Сумасшедшие. Ноль. Просто ноль. Вообще ноль. Как тебя сдвинуть, а? КГшечка. Какой ты тяжелый, зараза, а? Ты очень тяжелый. Очень. Можно крутить. Минус 50 грамм. Ладно, это все, конечно, ерунда. Как тебя поднять-то, а? Как бы тебя поднять? Все, будем крутить, как без вариантов. Не хочется царапать, но а что делать? Будем крутить. Еще больше развернуть, чтобы склон вот так. Если сейчас это не подниму, то я не знаю, что нам поможет. ГГшечка, ты, конечно, жирный кабан. О. Да, раскормили тебя баварцы. Так, и
просто без варианта. Это очень тяжело. Или задним, или грудью. Только так. Только так. Давай, ты сюда сильнее наклонись. Ядрёшка, кочерышка, а? Надо учиться оффроуд делать. Не, ну здесь ерунда. Просто вот наклон. Я руль повернул. Я вроде пытался его держать на левую сторону, чтобы, потому что нога ж правая висит. И что-то как-то он у меня все равно начал направо крениться. И я ногой не дотянулся, уже перешел в точку невозврата. Ну давай. Что, попробуем так? У меня ноги, наверное, слабые. Еще грунт такой. Как-то он там делал, а? Он, по-моему, коленкой давил одной, не? А грудь у него прям туда свисала, не? Коленкой давил, а вторая нога была прямая, да? Давай попробуем так. Может, я технику неправильно. Так, спина прямая. Ну. Какие еще варианты у нас есть, а? Хочу пить. Надо попить. Решил таки снять это барахло тоже. Она легкая, но мало ли, все-таки висит. Если не подниму, сейчас все, только двигатель с него осталось снять. Или за трактором идти. Второго не знаю, не дано. Только не перехильнись туда, окончательно на ту сторону. Там тоже это сейчас. То ли водички попил, крепче стал, то барахло имело такие значения. Так, сейчас я съеду, где как бы мне. Сейчас, ладно, я так сделаю. Не, ты согласен. Надо мне как-то сесть бы, а? Сейчас. Отойду чуть-чуть, трусюсь. Чё? Какая-то красная. Это горит.
Что-то ему не нравится. Загорелась какая-то тут красная лампочка, и он не стартует. Свич. Килл-свич был включен, поэтому. Нет. Не килл-свич. А чё ты не стартуешь, ГГшек? Так, что тут у нас не то? Я надеюсь, что дело в ключе. Да. Дело в ключе, ничего страшного. Вот. Поднял. Спина вроде бы нормально. Вроде я ее держал ровно. Все хорошо. Обошлось без трактора. Тут вроде так. Труба поцарапалась. Похоже чуть-чуть. Когда помоем, посмотрим. Головка цилиндра. Ну, капельку. Так нормально. И сумка. Сумка, по-моему, только запачкалась. Я по ней елозил, она, похоже, все хорошо с сумкой. Все остальное она даже не трогала землю. Вот эти, получается, вот на этом лежал. Ну вот чуть-чуть тут моя дотронулся. Вот это открепление GoPro-шки. И все. Вот. Такие пироги. Выехал без приключений. Сейчас снова поднял своего конгмоя в воздух. Но забыл включить ему камеру. Он опять у меня полетал в холостую. Вот тут метров 100. Песочек, правда, тоже челленджновато. По той же дороге, что вчера выезжал. Вот. Но без происшествий вроде нормально так выехал. Оно, конечно, да, если держишь скорость, он устойчивее идет. Прям. Его колбасит он так по песку. Но оно страшно. Так как опыта нет, он начинает колбасить, и инстинктивно сбрасываешь скорость, и если руль был повернут, соответственно, его сразу начинает, ну, вот, кренить, падать, и пытаешься вот его устоять. Вот надо натренироваться, чтобы спокойно, без нервов идти на скорость. Ну, как скорость? Там не 100 км в час. Там 30 километров будет достаточно, чтобы он устойчиво шел. Вот на 30 километров на такой дороге, конечно, оно страшновато. Но ничего. Не боги горшки обжигают. Чуть-чуть соль смыл с футболочки, а то она уже вся просолилась. Ой, хорошо, водичка. Водичка — это всегда просто замечательно. А то умываешься вот этой вот
писалка. И тут, о, не надо жалеть водичку. Теплая, хорошая. Смотри. Синяк, как поднимал ГГшика. Нашел турецкий ресторанчик. Ой, что там такие большие порции принесли. Кебабчик, гороховый супчик и салатик. На улице жарко. Где-то. Ну что, где-то 38 показывает ГГшка. На солнце я не знаю, сколько в итоге будет. Очень жарко. Сейчас изучаю, что есть. Сейчас я нахожусь, знаешь где? Вот там Сахар. Я вот тут остановился покушать турецкий кабачок. Я думаю, может быть, найти здесь какой-нибудь отельчик сегодня ночью, переночевать в отеле. Что-то так жарко, у меня все батарейки высаживаются, высадились. ГГшка не справляется заряжать их. Думаю, хотя бы может зарядиться. Сейчас я покушаю, отелик выбираю и решу. Буду я здесь, где-нибудь на улице или в отельчике. Отлично покушал. Сейчас поеду. Я там посмотрел, вроде есть отельчик недорогой. И вроде приличный. Посмотрю, но его на букинге нету. Только на Google мапах. Поэтому я погляжу, что там да как. Кстати, да, надо мне поставить автоматическую. Во. Автоматическую подвеску. А то после оффроуда у меня была максимальная. Поставил автоматическую. Дорогу вроде бы я запомнил. Еду без карты. Тут попетляю. Не буду выезжать на большую дорогу, оно так даже и интереснее петлять. То подожди, я тут не могу налево повернуть. А, как раз таки и могу. Ну, отлично. Вот и замечательно. Сегодня жарче. ГГшек показывает 39. Я чувствую, сегодня тепло. Видимо, потому что облака они потоньше сегодня. Вчера поплотнее были. Сегодня солнышко сильнее светит. Фермы пошли. Сейчас я еду туда, вот там, в сторону моря. А потом поверну направо вдоль побережья. Сейчас я нахожусь в Сахаре. Остановился здесь с ночевкой. Нашел неплохой отель. Он двухзвездочный, но похоже новый. Приятный, недорогой. И вот прям есть проход под дорогой к морю. Хотел поплавать, но вода какая-то зеленая. Непонятно, то ли это из-за того, что такая погода, шторма где-то были. И
водоросли нанесло, или это дерьмо плавает какое-то. В общем, я решил не купаться. Пляж здесь такой песчаный, с серым песком. Кажется, что как будто бы весь в грязи, а по-настоящему это серый песок. Обычный песок, только не белый, а серый. В X веке в летописях путешественников Сахар значится как самый развитый город Омана. И он же являлся домашним портом известного Симбада-морехода из «Тысячи и одной ночи». Это был большой морской, торговый и рыболовный порт. А в 3-м тысячелетии до нашей эры он значится как столица Маганской империи и главным поставщиком меди, который добывается вот в этих вот горах. В середине 15 века с приходом португальцев началась торговая блокада города почти на 50 лет. За это время весь торговый трафик из Индии в Африку рассосался по более маленьким портам, и город так и не смог восстановиться после ухода португальцев. Сейчас Сахар — это региональная столица региона Батинах, который идет вдоль всего побережья Оманского залива от Муската до Арабских Эмиратов. Сегодня влажно, душно. Хорошо, что я остановился в отеле, а не в палатке. Всю ночь бы мучился.